Добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Рыболов Копатель. Мы сегодня с Алисой поехали в Нестеровский район, в другой край нашей области. Хотим ныне популярный дуб зафиксировать, увидеть, посмотреть. В общем, сколько там дубу? 600 лет, да, писали? Я не читала. Во всех пабликах стал появляться дуб. Что-то раньше я про него не слышал. Там захоронение по Первой мировой войне, русско-немецкое. Как русские, так и немецкие воины захоронены. И огромный дуб возрастом 600 лет. Там каких только легенд нету. И Кутузов под ним отдыхал, и Наполеон там бывал. В общем, доедем вместе с вами, посмотрим. Это другой край области, восточная ее сторона. Расстояние, я не знаю, ну может километров 180, наверное, нам туда. Погода никакая, копать невозможно, все позаливало дождями. В лесу мокро, сыро и сейчас моросит. Так что едем, посмотрим на дуб, на этот. Что интересное по пути будет попадаться, покажу. Приятного просмотра вам, дорогие друзья. Алиса, а ты что скажешь? Лайки ставим всем. А как канал-то у меня хоть называется? Про копателя что-то. Друзья, 7,9 градусов на улице. Полнейший диссонанс. Картинки вокруг и температуры воздуха. Все не согласно сезонности. Косме передаем привет всем подписчикам из ныне микрорайона имени Александра Космодемьяновского. Привет. Вот памятник Александру Космодемьяновскому. Ребят, еще что хотел сказать. Сейчас такой сезон, наверное, самый нехороший для копа настал. Даже зима в наших краях, и та благоприятнее для того, чтобы копать. По крайней мере, в лесу. А вот сейчас уже почти все поля засеяны. Очень много земель, львиная доля земель в Калининградской области освоена фермерами, возделывается. Все находится под культурами сейчас, все засеяно. Полей осталось мало. Все, что горело ранней весной, уже поросло травой. В лесу клещи, трава набирает обороты. Комары уже были, но сейчас вот их опять, крайний раз я был, практически не было, потому что холодно. Но пойдут комары и все. И дорожка в лес, и на поля будет заказана. Поэтому коп в такое время, в такой сезон, это скорее, не хотелось бы так говорить, но очень близко к исключению из правил, друзья. Поэтому отправляемся вот как сегодня в путешествие, но я не знаю, может быть и выедем на днях с Антохой, поедем, поищем что-нибудь, может что и найдем где покопать да поснимать контент. Так что вот так ситуация обстоит на сегодня. Просто не мог не остановиться, ребят, и не показать вам этой красоты. Жалко, что камера не передает этот сладкий аромат, который доносится от рапса. Говорят, от него даже пчелы пьянеют. Красота, друзья. Просто неимоверная. А запах просто чудо. Друзья, чудеса да и только. Чудеса да и только. Посмотрите, что рисуют нам небеса. А не два ли борющихся между собой быка мы видим на небе? Посмотрите. Сейчас приложу открытку. Старую из Восточной Пруссии. Прям вообще просто супер. Супер, друзья. Чего только нет в природе. Чего только не повстречаешь в повседневном быту. Опять своей веселки, своих грибов объелся, скажете вы. Ох уж этот Павел. Нет, друзья, с удовольствием бы, так нету. Раньше, в конце апреля, в начале мая, я уже находил первые грибы веселки, первые зародыши, яйца, как раз которые
и любим мы с вами употребить в пищу. Но нету в этом году. Вообще нектарин замерз на даче. Грецкий орех самый первый замерз на даче. Побило все соцветия, все, короче. На нектарине только на верхушке дерева что-то осталось. Если дальнейшие погодные условия не добьют бедное дерево. Фермеры негодуют тоже, потому что говорят, что свеклу и картошку вроде как даже будут пересаживать, потому что все побило заморозками. Пишите, друзья, в комментарии, как обстоят у вас дела вот с этими катаклизмами, с этими температурами, которые даже влияют на урожайность. Это же для фермеров просто удар конкретнейший. Вот заряжает, друзья, вот заряжает. Чтобы скрасить настроение, заехали с Алисочкой на заправку купить кофе. Ценник конский на заправке на этой, на кофе. Ну, по цвету вы догадались, наверное, что это за заправка. 270 рублей маленький капучино стоит. Ну, у них он вкусный, конечно, но это дороговато все равно. Ну, вот, примерно пол маршрута мы прошли с вами, друзья. Въезжаем в поселок Междуречье. Кстати, здесь русские войска под командованием генерала Апраксина разгромили прусскую армию в окрестностях этого поселка. Ну, вон аисты. Аисты сидят, друзья, в своих гнездах, одни макушки торчат. Здесь руины кирхи и брусчатка. Примерно в центре области мы сейчас находимся, Калининградской. Как всегда, здесь в поселке рынок. Бабушки продают соленья, ландыши, рыбу вяленую. Антураж. Антураж областной глубинки. Батюшки мои, какие люди! Здравствуйте! Уважаемые подписчики, вот хотел у вас поинтересоваться. А кто-нибудь вообще знает, вот почему при въезде в города и поселки очень часто можно встретить подобного рода кресты? Что это за обычай? Что за символизм таится в этом? Кто знает, пишите ваши версии в комментарии. А мы приближаемся к городу-герою Черняховску. И сейчас на въезде в город вы увидите тренд, который некоторое время назад появился в городах нашей области. В город на фасаде дома можно будет увидеть портрет генерала армии, командующего фронтом Ивана Даниловича Черняховского. К слову, такой же портрет есть в Мамоново, точно, в Гусеве, если я не ошибаюсь. Вот насчет Нестерова я не знаю, есть ли там портрет Нестерова. Но сегодня мы с вами это узнаем. Главный памятник Черняховскому. Будущие абитуриенты и выпускники танцуют. Свернули мы маленько с дороги. Указатель был на музей Канта и дом пастора. Хотим доехать посмотреть. Смотрите, ребят, какая тут рекреация. Сейчас почитаем, что написано. Живем вот так и знать не знаем. Птички поют. Красота. Музей Иммануила Канта. Дом пастора. Колодец вон.
Усадьба пастора прихода Юджин, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта 18-19 века. Говоришь? Я говорю, мои фильмы все только начинаются, любимая пара сворачивает не туда. Приезжает, никого нету. Давайте посмотрим, что здесь. Поворот не туда. Дом философов и композиторов. Вообще колодец несколько. Угу. Смотри, вон колеса старые. Там же тропа, видимо. В фильме всегда говорят, не ходите на тропу. Надо внутрь зайти будет. Угу. Ну что, идем внутрь. Юджин, Кантхаузен, Веселовка. Так в разное время называлось поселение, где Иммануил Кант работал домашним учителем в семье пастора Андерша в середине 18 века. 8 лет назад дому пастора был присвоен статус памятника архитектуры регионального значения. Также было принято решение создать в нем музей, посвященный великому философу. В преддверии 300-летнего юбилея Иммануила Канта в музее открылась новая постоянная экспозиция. Призрак Канта. Экспозиция знакомит нас с эпохой просвещения, системой образования XVIII века. Дает представление о главных трудах Канта, представляет быт и историю поселка Юджин. Главные особенности экспозиции – ее интерактивность и мультимедийность. В каждом из 8 залов традиционные музейные экспонаты, будь то антикварная посуда, часы, книги или карты, соседствуют с современными технологиями. Два следующих зала, кухня философии и гостиная пастора, показывают нам быт 18 столетия. Наряду с кулинарными рецептами Восточной Пруссии предлагается постичь рецепты мировоззрения, как и благодаря чему формируется определенный взгляд на мир. Музейная часть экспозиции включает в себя шкаф 18 века, оловянную, фарфоровую посуду, приборы того времени. Кабинет пастора представляет собой один из самых атмосферных залов музея. Здесь звучит органная музыка Баха, а на стены проецируются 70 фресок, которые в разное время украшали кирхи и соборы Восточной Пруссии. В учебном кабинете, так называется следующий зал музея, легко составить представление о тех науках, что преподавал Кант сыновьям пастора Андерша, а также погрузиться в родиноведение, изучив карты мира 17 и 18 веков, гербарий и коллекцию минералов местности, которую собрал директор Вештынецкого эко-музея Алексей Соколов.
В зале «Лента времени» посетителю предложено сопоставить отдельные годы жизни Канта с событиями, которые в это время происходили в мире. Здесь вы вспомните и про кругосветную экспедицию Джеймса Кука, и открытие Андерса Цельсия, Иоганна Гёте и многое другое. Ого. Мы с вами поднялись на второй мансардный этаж. Повсюду предложены картины, современное искусство на тему Иммануила Канта. Давайте прогуляемся здесь и осмотримся. Посидеть. О, у меня вот такая плитка есть. Прям похоже. Смотри, тут написано 25-й год. Угу. А помнишь, у Лизы тоже была выставка Канта? Угу. Возможно, оттуда. У нас Лиза участвовала тоже. Там сколько-то лет, да, было? Ну. Год Канта же был. Это мы спустились в подвальное помещение. На улице ничего не меняется. Ну, вот так вот отклонились немножко от маршрута, ребят. Но интересно ведь, тем не менее. То есть, когда-то здесь жил и трудился Кант. У пастора были дети, и Кант являлся их учителем. Именно в период обучения он и проживал здесь. А мы едем дальше. Кантхаузен, друзья, провожает нас вот таким вот дождем. А мы въезжаем в Гусевский округ. Минуя Гусев, не заезжая в него, мы следуем дальше, в сторону Нестерова. Ребята, чтобы хоть как-то немного скрасить вот это серое настроение вследствие непогоды, ненастья, расскажу вам одну историю. Идем мы как-то с Джек Расселом Джоли, ну, той собачкой, которая проживает у нас, рожденная в Австралии и прошедшая помазание в Калининграде. Ей 3,5 года. Идем мы с ней по лесу, гуляем. На улице непогода, ну, дождь чуть поменьше, чем сейчас. Джоли от этого стала такая вся взъерошенная. Навстречу идут две бабки настоящих. Идут они такие, Джоли их увидела, и она начинает беситься. А когда она это делает обычно, ну, как, знаете, воображает, у нее какое-то возбужденное, радостное такое состояние,
но она и прихватить может от радости там за одежду или за что-то. Видит она этих бабок, начинает вокруг них бегать, вся лохматая, такая взъерошенная, уши прижатые, хвост к низу как-то она делает, чтобы обтекаемой полностью стать, и развивает скорость, близкую к скорости звука. Бегает вокруг этих бабок. Бабки там смеются такие, одна другой говорит: смотри, смотри, какое существо лохматое бегает. Особенность дорог в Калининградской области. Вот эти старые деревья. Они же и держат дорогу, собственно говоря, друзья. Очень старые деревья. Немцев видели еще. Батюшки мои. Нестеров. Снова крест тот самый, да? Нам еще отсюда километров 5 или 7, наверное. Здесь все злаковыми культурами засеяно. Я не знаю, что это такое. Пшеница, наверное. И справа огромное поле. И слева тоже. Уже колосья видны, сформировавшиеся. А нам остаются считанные километры, друзья. И впереди опять тучи. Пошли, друзья. Вон он в рапсовом поле стоит. Как туда сейчас подойти? Блин, или мы раньше остановились, не пойму. Недалеко от поселка Бабушкино Нестеровского района Калининградской области в поле стоит одинокий могучий дуб. Местные жители рассказывают, что под этим деревом, отбив очередную атаку французских войск, отдыхал великий русский полководец Михаил Кутузов. На самом деле легенда выглядит правдоподобно, ведь, во-первых, здесь действительно шли бои во время Отечественной войны 1812 года, а во-вторых, возраст дуба ученые оценивают примерно в 600 лет. Это делает его старейшим деревом Калининградской области. Не стоит удивляться, что дуб огражден невысоким забором, ведь еще с 1985 года он находится под особой охраной местных властей. Однако любой желающий может подойти даже вплотную к стволу этого могучего дерева. Но делать это следует осторожно, ведь под дубом расположена братская могила, в которой лежат русские и немецкие солдаты, которые погибли в этих местах в августе-ноябре 1914 года, в самом начале Первой мировой войны. Под огромным многовековым дубом нашли свое последнее пристанище 121 русский и 79 немецких воинов. Диаметр ствола составляет 180 сантиметров. Высота дерева 25 метров. Мы заземлились пообедать. Начнем с салатика, друзья, с семгой. И руккола здесь, и оливки. Так, паста у нас. С чем, Алис, паста? С креветкой, но сам с кальмаром. Приятного аппетита, ребята. Ребят, мы с вами как те самураи, как те самые самураи. Цель целью, друзья. А у нас концентрация на процессе. Ловим поток, ловим момент, кайфуем, самосовершенствуем. Но и дуб мы с вами увидели, да еще и в музей Канта в Кантхаузене заехали. Сколько мы с вами дел сегодня переделали.
И покушали вот так вот просто. Кафешка такая приятная и недорого. Тебе понравилось, Алис? Да, неплохо все. Все отлично. Спасибо, друзья, всем за просмотр. Мы едем домой. Если... у меня садится вообще-то уже смартфон, поэтому вряд ли я что-то еще сниму. Подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте пальцы вверх и пишите ваши комментарии. Всем спасибо за просмотр. Всю область проехали с запада на восток.